Думаю, что многие сталкивались с такой ситуацией. Приходишь в больницу, тебе ставят диагноз гастрит и пишут стол номер 5. Выходишь из кабинета и думаешь, и что это за стол такой, и с чем его едят? Здравствуйте, вы на канале «Готовим просто, вкусно, быстро». Сегодня хочу предложить вам 5 блюд, которые можно есть при диете номер 5. Но хочу предупредить, не всем идут продукты, которые могут встретиться в рецепте. Смотрите по своим ощущениям. Врачи дают общие рекомендации. Под видео указаны ингредиенты. Там все продукты, какие должны быть в рецепте. Все дано для одной порции. Спасибо всем, кто делится моими публикациями в соцсетях, оставляет свои комментарии, ставит лайки. Это самая лучшая оценка моего труда. Давайте готовить. Первым блюдом у нас будет суп-пюре овощной. Все супы готовятся исключительно на овощном бульоне. Никакие другие бульоны использовать нельзя. Если вы хотите суп с мясом, то варите его отдельно. Ингредиенты можно добавить, какие любите и какие подходят именно вам, а можно взять, как у меня. Первое, что я делаю, кладу морковь и обжариваю ее без масла. Вы можете добавить немного сливочного. Жарить ее долго не нужно, буквально несколько секунд. Затем наливаю 1,5 стакана кипяченой воды, даю ей закипеть и добавляю туда картофель. Солю и варю 10 минут. Затем добавляю свежемороженые овощи. Здесь цветная капуста, брокколи, кабачки. Варю их до готовности еще 10 минут. Снимаю кастрюлю с плиты, взбиваю блендером. Вот такая пюреобразная масса должна получиться. Отдельно кипячу немного молока и вливаю его в кастрюлю. Ставлю суп на плиту и даю ему закипеть. Пробую, если мало соленый, то досаливаю. Делаю сухарики. Нарезаю булочку кубиками и ставлю в духовку. Готовый суп наливаю в тарелку, добавляю к нему сухарики. В суп можно положить 5-10 граммов масла. Также можно добавить свежую петрушку. Вот такой вкусный суп получился. Его с удовольствием едят даже кому диета и не показана. Сюда можно положить кусочек мяса, который варится, как я говорила, отдельно. Картофельные крокеты с мясом в омлете. Приготовить их можно и на ужин, и на обед. Готовятся такие крокеты на пару, но я запекла их в духовке. Если у вас есть пароварка или мультиварка, можно приготовить их там. Ставлю варить картофель. Сливаю воду и мну его. Можно взбить миксером, блендером забивать не советую, получится невкусно. Добавляю сюда 1 желток. В рецепт сюда еще идет молоко и сливочное масло. Но я не добавляю их, так как от молока пюре будет жидким. Все хорошо вымешиваю. Отваренную грудку взбиваю блендером, можно пропустить через мясорубку. Делаю вот такую лепешку, выкладываю на нее подготовленный фарш, защипляю края и скатываю в шар. Лучше всего это делать мокрыми руками. Смазываю форму маслом, выкладываю в нее крокеты, взбиваю белки с молоком, и заливаю ими картофельные шарики. Ставлю в духовку на 200 градусов на 15 минут. Достаю готовые крокеты, выкладываю на тарелку. Подать их можно с маслом. Я ем так. Получилось очень вкусно и сытно. Фрикадельки мясные и паровые. Их можно подать как самостоятельное блюдо без гарнира. Отлично подойдут для обеда и для ужина. Готовить я их буду из куриного филе. Взбивая его блендером, можно пропустить через мясорубку. Из риса варю вязкую кашу на воде. Готовый рис остужаю и взбиваю блендером. Соединяю его с мясом. По рецепту сюда рекомендуется еще добавить яйцо и 5 граммов растопленного масла. Но я этого не делаю. Фарш и так достаточно вязкий. Наливаю сюда немного молока, чтобы фарш был сочным. Хорошо его вымешиваю. Сковороду немного смазываю маслом. Руки смачиваю водой и скатываю небольшие фрикадельки. Выкладываю фрикадельки и заливаю холодной водой. Ставлю на плиту и варю 5 минут. Вынимаю из воды и подаю к столу. Подать их можно с маслом или нежирной сметаной.
А этот белковый омлет отлично подойдет и для завтрака, и для ужина. Здесь можно взять любые овощи, какие вам показаны. Я беру цветную капусту и брокколи. Наливаю в кастрюлю 30 грамм молока, этого вполне достаточно. Можно добавить еще сливочное масло, но я обхожусь без него. Кладу овощи и тушу их до готовности. Мне хватило 10 минут. Овощи приготовились, молоко выкипело. Беру яйца, отделяю желтки от белков. Желтки убираю, а белки взбиваю с оставшимся молоком и сметаной. Если у вас повышенная кислотность, сметану не кладите. Добавьте чуть больше молока. Смазываю форму маслом, выкладываю в нее овощи. Добавляю сюда свежую петрушку и заливаю все яично-молочной смесью. Накрываю форму фольгой и ставлю запекаться в духовку на 200 градусов на 10 минут. Время регулируйте сами. Готовый омлет перекладываю в тарелку и подаю к столу. Получился он очень нежным и вкусным, а главное, такого количества вполне хватает для сытного завтрака или ужина. А этот творожный крем можно приготовить на завтрак или на перекус. Получается очень вкусный десерт. Сразу скажу, что здесь используются желтки, но думаю, что от одного в день ничего не будет. Первое, что делаю, желток растираю с сахаром. Добавляю молоко, перемешиваю. Выкладываю все это в кастрюлю и ставлю варить. Когда кастрюля нагреется, огонь убавляю до минимума и варю, постоянно помешивая. Не даю ей закипеть. Когда масса начнет густеть, плиту выключаю. Нам необходимо, чтобы желток проварился. Снимаю с плиты, охлаждаю. Кстати, это очень вкусно напоминает заварной крем. Беру творог, он у меня зернистый, поэтому я его взбиваю блендером до однородной массы. Добавляю в творог остывшую желтковую массу, ванилин, сметану. Можно добавить сливочное масло, но я этого не делаю. Все хорошо вымешиваю. Выкладываю в креманки, украшаю. Это делать не обязательно. Можно есть. Это очень вкусно. Рекомендую даже тем, кому диета не показана. Напоминает вкус сладких сырков, только без изюма. Вот такие 5 блюд можно приготовить тем, кому назначена диета номер 5. Все они очень вкусные, несмотря на то, что диетические. Так что вкусно питаться можно в любой ситуации. На основе этих блюд можно придумать что-то свое. Спасибо, что смотрите меня. Всего доброго. До свидания.